Итак, дорогие друзья, давайте с вами посмотрим на таблицу, которую я специально для вас разработала. Обратите внимание, что здесь у нас есть несколько цветов, для того, чтобы вам легче было потом ею пользоваться. Розовый цвет – это у нас нагрузка для тонких ресниц, зеленый – нагрузка для нормальных ресниц, желтый – нагрузка максимальная для нормальных ресниц, красный – нагрузка для сильных ресниц, тоже максимальная. И синий только на короткий срок, не для повседневной носки. Эта таблица специально разработана для наращивания ресниц без последствий для натуральных ресниц клиента. Это очень важно, ребята, вы должны это понимать. Что значит без последствий? Последствия, как правило, всегда одни и те же. Это раннее выпадение натуральных ресниц. То есть не естественное выпадение ресниц в норме, а массовое выпадение, которое спровоцировано исключительно большой нагрузкой на натуральные ресницы. То есть все мы знаем, неоднократно видели в интернете, читали, что многие клиенты жалуются на то, что после наращивания ресниц они остаются без натуральных. А это и есть массовое выпадение, которое вызвано исключительно большой нагрузкой на натуральные ресницы. Значит, мастера не умеют подбирать безопасную нагрузку для разных видов ресниц. Поэтому, ребята, пользуйтесь этой таблицей, чтобы не спровоцировать вот эти последствия. А теперь посмотрите на саму таблицу. С левой стороны у нас колонка идет, в которой я указываю толщину ресниц, а вверху по горизонтали мы видим, какие виды наращивания мы можем делать. Классическое наращивание, 2D, 3D, 4D, 5D и 6D. А вот в этой колонке и кроется весь смысл этой таблицы, потому что здесь вес каждой ресницы определенной толщины. Вот эти вот показатели нам и дадут ответы на все наши вопросы. Вот посмотрите, толщина ресницы 0,05 мм, вес у нее 3,055. Ресница 0,06 имеет вес 3,068, 0,07 мм, вес 0,01. Ресницы толщиной 0,10 мм весят 0,015. Ресницы 0,12 мм весят 0,0195, 0,15 мм, 0,029, 0,18 мм, 0,0385, 0,2, 0,051. Начнем с классики. Классическое наращивание ресниц делается ресницами толщиной от 0,12 мм до 0,2 мм. То есть вот он диапазон, которым мы работаем в классике. И вот давайте посмотрим теперь, каким образом мы должны выбрать толщину ресниц для классического наращивания ресниц при разных данных нашего клиента. То есть ресницы у нас бывают тонкие, нормальные и сильные. И вот смотрите, толщина 0,12 – это максимальная толщина для тонких ресниц, что соответствует массе 0,0195. Толщина 0,15 – это средняя нагрузка без, скажем, без последствий для клиента, без раннего выпадения ресниц натуральных. Эта толщина имеет массу 0,029, то есть так и прописано нагрузка для нормальных ресниц. А вот толщина 0,18 мм – это уже максимальная нагрузка для нормальных ресниц, что соответствует массе 0,0385. Дальше самые толстые ресницы 0,2 мм. Вес этой ресницы 0,051, и это соответствует максимальной нагрузке для сильных ресниц. Понятно. Теперь смотрим. Если мы классику делаем, для тонких ресниц мы берем вот эту толщину, для нормальных ресниц мы берем вот эту толщину 0,15 мм, для нормальных максимальную толщину мы можем взять 0,18 мм. И для сильных ресниц максимальную можем взять 0,20 мм. А теперь, если мы делаем объем 2D, мы должны уже здесь
складывать вес этого количества ресниц. 2D – это у нас 2 искусственные ресницы. Мы смотрим по таблице. 2 ресницы умножаем на вот эту цифру 0,01 и получаем массу 0,020, что соответствует вот этой массе для тонких ресниц. То есть понимаем, что максимальная нагрузка для тонких ресниц – это вот эта цифра, и при всех объемах мы должны находиться где-то рядом с этой цифрой. Как видите, я уже вам посчитала эти данные и выделила отдельным цветом для каждого вида наращивания. То есть 2D мы делаем тонким ресницам 0,07 мм, 3D мы делаем 0,06 мм и 4D мы делаем ресницами 0,05 мм, потому что масса всех этих ресниц будет находиться в допустимой норме. Делаем расчеты для нормальных ресниц. Нормальные ресницы безболезненно могут выдержать массу 0,029. Также рассчитываем нагрузку 2D. 2 ресницы умножаем на вот эту массу и получаем 0,030. Видим, что эти показатели находятся недалеко друг от друга. 3D мы делаем 0,07 толщиной, потому что масса будет тоже где-то рядом. 4D мы делаем толщиной 0,06, потому что вот этот показатель тоже находится где-то рядом. Дальше 5D мы делаем толщиной 0,05 мм, потому что показатель рядышком. И 6D мы можем сделать даже 6D для нормальных ресниц 0,05, и мы, может быть, чуть-чуть отклонимся от нормы, что будет, в принципе, допустимо. Теперь посмотрим максимальную нагрузку для нормальных ресниц. Максимальная. Она у нас идет массой 0,0385, что соответствует одной реснице 0,18 мм. То есть это классика. Классическое наращивание ресниц. Одна ресница весит вот столько. И отсюда мы дальше уже шагаем. 2D. Берем 0,12 толщину, умножаем на 2. И получаем вот эту цифру 0,039. И видим, что она достаточно близко находится к нашей норме. Можем сделать. 3D 0,045 вес получим, если мы выберем 0,10 мм ресницы и сделаем 3D наращивание. Видим, что этот показатель немного больше, чем норма. Поэтому надо понимать, что здесь, вот при этой нагрузке, вы находитесь где-то на грани. Поэтому это уже на ваш выбор, насколько оправдана цель, что база сильная достаточно, и мы можем сделать такой объем. То есть вот эта цифра, она уже на грани. Порассуждаем дальше. Если вы вдруг возьмете ресницы 0,07 мм и сделаете 3D объем, видите, что эта масса будет даже меньше, чем допустимая максимальная нагрузка. То есть 0,030 либо 0,045. Дальше 4D. У 4D нагрузка даже меньше. Если вы возьмете 0,07 мм, она будет даже меньше, чем нагрузка ресницами 0,10 толщиной. Дальше 5D. 5D мы берем 0,06 мм. Видим, что у нас нагрузка вообще незначительная по сравнению вот с этой цифрой. Даже меньше. Но если вам вдруг придет в голову взять ресницы 0,07 мм, казалось бы, на 0,01 мм толще, и мы видим, что этот показатель будет зашкаливать вот эту норму. Что вот этот показатель только для сильных ресниц. Дальше 6D толщиной 0,06. Мы видим, что в общем-то нормально. Нагрузка в пределах, то есть недалеко от этой цифры 0,0385. Эта таблица еще, знаете, кому полезна? Кто боится делать объемы, кто думает, что объемы это очень тяжелые ресницы. Как видите, здесь цифры совершенно другое нам говорят, что 6D при толщине 0,06 масса даже меньше, чем в классике 0,2 мм. И вот как раз мы к этому и подошли. Смотрите,
Самые толстые ресницы имеют вес 0,051. Это максимальная нагрузка для сильных ресниц. И мы видим, что она вот где-то в этом районе появляется. Это соответствует массе 5 ресницам при толщине 0,07. И, в общем-то, и все. Больше красненького квадратика нигде нет. Зато у нас есть синенький квадратик, который нам говорит о том, что больше вот этой нагрузки нам нежелательно делать клиентам вообще для постоянной носки. И мы видим, что 0,058 это уже больше, чем 0,051, а это всего лишь 2D толщиной 0,15 мм. Дальше 3D вдруг решите делать 0,12 мм, и вы увидите, что нагрузка больше, чем максимально допустимая даже для сильных ресниц. Зато можно, пожалуйста, сделать 0,10 мм. В общем-то, для сильных ресниц это будет в пределах нормы. 4D будете делать 0,10 мм, вы получите за облачную нагрузку, то есть уже больше 0,060. Поэтому лучше выбрать то, что тоньше. Дальше 5D это самый большой показатель, 5 ресниц по толщине 0,10 мм. Мы видим, что это вообще очень большая нагрузка, поэтому мы даже не должны теоретически это рассматривать. Ну и соответственно 6D мы берем самую, например, максимальную толщину 0,07, и мы видим, что это большой показатель. Этот показатель выше предельно допустимой нормы даже для сильных ресниц. Поэтому мы 6D делаем либо 0,06 мм, либо 0,05 мм. И то мы уже знаем, что желтый квадратик это для нормальных ресниц максимальная нагрузка, а зеленый квадратик это для нормальных ресниц вполне реальная нагрузка, которую можно носить ежедневно. Итак, друзья, пользуйтесь табличкой. Надеюсь, она вам поможет в вашей работе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах и бровях, депиляции, ногтях все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи, да, это верно. Бернес, подтверди. Да, непременно.